У меня осенью в прошлом году сдохла болгарка. Жаль, конечно, но тогда не было бы сегодняшней самоделки. Здравствуйте, друзья. Разбираю ее. Пока мне понадобится от нее только часть, остальное будет ждать других проектов. Есть уже небольшие люфты, сломан стопор, нечаянно нажал при работе на него. Подшипники тоже не в новом состоянии. Болгаркой отрезал часть вала. Все почищу, всю смазку заменю на новую. Для соединения валов использую муфту, просверлив до половины под размер вала редуктора. Чтобы не проворачивалось, сделаю два отверстия под болты. Один из них будет шпонкой. Оба отверстия под резьбу М4. Также в валу отверстие, чтобы заходил в него болт. Отрежу от листа 5 мм пару отрезков. Для наглядности черчу на бумаге разметку под крепление. Первое крепление. Вписанный в окружность равносторонний треугольник. Второе крепление. Вписанный в окружность квадрат. Центры окружностей будут центрами валов. Места соприкосновения фигур будут центрами отверстий крепления. Сделал разметку с учетом размеров уже на металле и сверлю по ней. Бедная дрелька немного греется при сверлении коронкой. Все получилось достаточно точно. Ну, плюс-минус. Немного почистил старую смазку. Сейчас уберу небольшие ненужные выступы на корпусе редуктора. Уберу еще подставочные ножки в виде вот этих вот рожек. Основная деталь будет примерно выглядеть вот так. Все на сварку. Электродуговой фейерверк. Просто магия. Делаю еще одну площадку крепления. После подготовки деталей еще приварю ушки для крепления. Будет как-то так. Почти все готово. Осталось сварить все вместе под размер и лишнее отрезать. Сделал еще вот такую двойную проушину с резьбой под болт М12. К ней приварю муфту для крепления на вал редуктора. Просверлю еще отверстие и нарежу резьбу под фиксирующий болт. Все детали готовы. Переходная муфта с вала на вал. Проушина с креплением на вал редуктора. И основная деталь, наверное, можно назвать ее станиное устройство. Конечно же, перед покраской обрежу уголки для красоты и облегчения. Приводом хочу попробовать сделать мотор редуктора от дворников. Он слабенький, конечно, но если все будет работать, можно будет придумать что-то еще вместо него. Выбрал вот такие цвета. Вроде симпатично, а не как в прошлом видео. Все готово, собираю. Новая смазка, все почищено, зачищено и покрашено. Попробовать воплотить эту идею пришло в голову неделю назад, после просмотра видео Евгения Матвеева в части с шуруповертом и головками. Благодарю, Евгений. Есть, конечно, небольшие трудности в сборке за счет размещения элементов, но это не критично. Почти все собрано, совмещаю все детали. И вот он, домкрат на 2 тонны. Для крепления пришлось его частично разобрать и просверлить отверстия, нарезать в них резьбу для крепления. Ребята, все по старой схеме. Если понравилось, лайкос, подписка, колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео. Размеры, как всегда, чуть позже, в группах и в Инстаграме. Продолжаем. Для управления сделал переключатель полярности, чтобы иметь реверс, как в прошлом видео с мангалом. Иду на уличные испытания. Питание, конечно же, от прикуривателя. Включаю на подъем, и все работает. Машина не очень тяжелая, далеко не внедорожник. Маленький моторчик в 20 Вт справляется.
но, конечно, чувствуется, что ему немного тяжеловато. До этого я пробовал без редуктора от болгарки. Конечно же, не поднимает вообще. Подъем не быстрый, но весьма уверенный. Движок греется от нагрузки. После одного подъема надо давать ему отдохнуть. Идея мне очень понравилась. Наверное, буду делать еще доработки. Полезная получилась штуковина, особенно весной и осенью, при смене колес. Спасибо за просмотр. До свидания, друзья.